День республики в ДНР отмечается 11 мая. Именно в этот день в 2014 году в Донбассе был проведен референдум о самоопределении региона. На него пришли более 75% жителей области, из которых почти 90% высказали за суверенитет Донбасса. Незадолго до этого Киеву был послан явный сигнал о необходимости наладить диалог с русскоязычным регионом и провести глубокую конституционную реформу с учетом требований жителей востока страны. Но пришедшие после смены власти в стране политики не захотели услышать позицию жителей Донбасса. Конфликт перерос в полномасштабную гражданскую войну, в результате которой, по данным ООН, свыше 6 тысяч человек погибли, более 2 миллионов стали беженцами, а инфраструктура крупнейшего промышленного региона страны оказалась разрушена. Дату референдума о самоопределении объявили одновременно с провозглашением Донецкой Народной Республики 7 апреля 2014 года. Исходя из положения Устава Организации Объединенных Наций и целого ряда других международных документов, закрепляющих право народов на самоопределение, провозглашает создание суверенного государства Донецкая Народная Республика. В конце апреля провозгласили и Луганскую Народную Республику, представители которой решили проводить референдум одновременно с ДНР. Политики, эксперты, представители исполнительной и законодательной региональной власти наперебой обращались в те дни к Киеву, требуя обратить внимание на происходящее в Донбассе и услышать требования населения региона. Но киевские власти упорно продолжали силовую операцию против Донецка и Луганска, направив вооруженные формирования в Днепропетровск, Николаев, Одессу, проводили зачистки среди сторонников республик. Неспособность к диалогу демонстрировала и Верховная Рада. В первые дни мая 2014 года парламент отказывается от проведения всеукраинского референдума о расширении полномочий регионов и использовании региональных языков и принимает закон об усилении ответственности за посягательство на территориальную целостность. В соответствии с украинским законодательством будет поставлен вопрос о запрете деятельности политических партий и общественных организаций, которые стоят на позициях сепаратизма и работают против собственного государства. Своего рода точкой невозврата в настроениях жителей тогда еще востока Украины стала трагедия 2 мая в Одессе, где в столкновении с радикалами и боевиками самообороны Майдана погибают и сгорают заживо свыше 4 десятков сторонников федерализации. Референдум прошел в условиях продолжающейся силовой операции украинской армии против региона. В Мариуполе в этот день хоронили погибших участников митинга в честь Дня Победы, по которым украинские силовики открыли огонь из бронетехники, убив 40 человек. Красноармейские боевики из радикальных группировок блокировали работу избирательных участков, захватывая здания горисполкома и 4 школ, нападая на членов избиркомов. Тем не менее, голосование прошло при беспрецедентно высокой явке – 71% в Донецкой, 81% в Луганской республике. Подавляющее большинство пришедших на участки поддержали идею государственной самостоятельности республик. В Донецкой Народной Республике положительно ответили на поставленный вопрос почти 90% из всех получивших бюллетени. В Луганской Народной Республике «за» проголосовали 96,2% жителей. Наиболее убедительными показателями волеизъявления народа оказались в осажденном украинскими силовиками Славянске, где в условиях комендантского часа на участки пришли более 72% имеющих право голоса, из которых 97,5% высказались за государственную самостоятельность. И сегодня, спустя год, дончане остаются верны своему выбору. Ходили на референдум и после референдума на митингах были, в общем, участвовали везде. Спустя год вы не изменили бы сейчас? Наверное, еще более углубили свой патриотизм Донецкой Народной Республики. Движемся вперед. Тяжело, но стараемся. Не пожалели о своем выборе? Нет, я нет. Надеюсь, что будет все хорошо у нас. Я бы не изменил свой голос, все-таки за Донецкую республику. Спустя год какие-то изменения заметили? Да, заметил. Кардинальные изменения в лучшую сторону.